Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Осень 2025 месяца, октябрь и ноябрь. Период осени– это время, когда или которое нас концентрирует на собственном благополучии. Это вопросы дома, вопросы пары, отношений, в целом вообще взаимоотношений. Нам даже как будто звезды дают подсказку: строй, выстраивая правильные социальные связи. То есть к разного рода взаимоотношениям относится эта фраза. Потому что все решают люди, согласитесь, от того, как мы договоримся про взаимодействие, мы видим реальность и наоборот, куда, может быть, нет смысла что-то продолжать. От этого будет тоже напрямую зависеть наше благополучие. По сути дела, реализм в квадрате. Наша задача пройти некоторый завершающий этап адаптации и организовать свою личную островок безопасности, свое место тоже может быть какого-то покоя, уединения. Я имею в виду вопросы дома, опять же, да, куда мы приходим отдыхать, куда мы себя приносим в дом, к примеру, да. Дом нас принимает любыми, в хорошем настроении или наоборот, не очень совсем. Но вот это все будет очень знаково, потому что личное какое-то пространство, личные достижения, финансы не без этого. Помним, что деньги– один из способов взаимодействия с миром. Поэтому такой пример привожу в этих раскладах. Представьте, что вы Ной, библейский герой, который построил ковчег. И да, вот что-то будет меняться. И согласитесь, когда вы вынуждены отправиться на своем ковчеге в далекое плавание, и вокруг вас бушующий океан, вы не видите берегов, вряд ли вы начнете что-то перестраивать кардинально. Менять палубу, мачту, да? Нет. Скорее мы будем что-то латать, ремонтировать, укреплять. Вот что-то подобное напоминает период практически до конца 2025, в 2026. Пусть это уже не с января, это попозже. Год огненной лошади, непредсказуемый год. Поэтому, может быть, если вы себя представите, включите свое воображение этим библейским героем, вы прочувствуете, зачем нам это все нужно. Итак, смотрим. Цыганский старинный пасьянс. Маленькие карты, которые больше говорят о событиях в течение 2 месяцев. Что для вас будет важно? Или с чем вы столкнетесь. После мы посмотрим на картах Таро, дополним. Вот интересно, я не вижу совпадения, правда, мои дорогие? Но вот какие-то переживания есть. Месяц, да. Также это как где-то луна на Таро, 1000 неизвестностей. Ну, все то, что я сказала до карт, имеет место быть, да. И не ожидание неизвестности. Вот можно даже так сказать. Листва, ожидание, ну и какая-то неопределенность. Что-то мы не можем просчитать. Желание-то, может быть, и есть, но, знаете, тут не впасть в какую-то глубокую философию на мелком месте, наверное, сама по себе будет задача. Ну, видимо, есть какие-то задачи, темы, мои дорогие, которые вы вряд ли убыстрите. И вот смотрите, ожидания. Ну, это может быть банально какая-то тема документальная, с важным документом связанная. Я говорю регламент тогда, да? Но не секрет, что у некоторых бумаг мы ждем определенный срок, мы это убыстрить не можем, поэтому обоснованное ожидание. Ну, наверное, всегда проводить разграничение с пустым ожиданием. Но у вас еще, смотрите, я тут вижу все-таки регламент. Или вот этот самый документ, бумагу, это нам конверт выпадает, причем сургучная печать, поэтому официальное известие или официальное заявление, может быть, по части работы, может быть, если документ, он касается какой-то другой сферы жизни. Но при этом у вас выпадает еще кот, флирт, радость, хорошее настроение. Поэтому, смотрите, тут вы чего-то как будто ждете, может быть, предвкушая, что у вас как раз какой-то вопрос может решиться. И вы знаете, я бы сказала, скорее всего, он таки и решится. Может быть, это будет связано с личной жизнью, но не совсем, наверное. Все же тут больше ваши достижения.
Ну, или пусть это бумага будет, или документ у кого-то виза, связанная с перемещениями. Или это просто какое-то подписание контракта, соглашения, партнерских каких-то обязательств, взаимодействия. Но все равно это что-то мы делаем документально. Вот прямо как по аркану правосудия. Будьте внимательны, куда вы ставите печати, подписи. Но у кого-то это может касаться все же личной жизни. Посмотрите. Правда? Сердце. Я вот сейчас проверяю. Сейчас мы достанем еще некоторые карты. Здесь кто-то добивается вашего сердца. Ну, или это ваша где-то любовь, мои дорогие. Да, вот теперь я смело скажу. Просто в нашем пасьянсе тут есть такой маленький нюанс, когда выпадает сердце и одновременно выпадает нож, разбитое сердце. Тогда меняется значение. Нож у нас не совпал, поэтому это именно любовь. К вам любовь, ваша любовь, наверное, у каждого как-то будет по-своему. Но смотрите, у вас солнышко, мои дорогие львы. Солнце. Это как прояснение какой-то темы, прояснение вопросов. В принципе, больше ясности. Ну и все то, что я говорила до карт, оно ведь энергия, да, если мы берем просто планетарные транзиты, именно на основе планетарных транзитов я делала такую преамбулу перед видео, потому что тут, правда, некоторые темы могут проясниться, может быть, те, которые долго были, ну, как за кадром, да, или в тени, и было непонятно. И где-то вы еще, может быть, поначалу, до октября еще можете пребывать в каких-то сомнениях. Ну, видимо, шаг за шагом, день за днем постепенно выравнивается какое-то ожидание, приходит и радость, приходит и прояснение, ну, еще и буквально документальные какие-то подтверждения или соглашения, ну и так далее. Все то, что я сказала. Смотрим, что у вас еще совпало, мои дорогие. Солнце, наверное, это основная тема, потому что часто говорю, это как выбор правильного направления месяцев 6-8. Вот вы можете определяться, у кого-то, правда, может касаться банально карьеры, потому что по Солнцу это и есть наши достижения, честолюбивые планы, это то, что мы хотим, ну, что-то сделать, может быть, и для пользы человечества, да, для пользы самих себя, не без этого, конечно же. Но главное, что это плоды труда своего мы видим. И это само по себе шикарно, я бы сказала. Нам ведь часто приходится, ну, что-то продолжать, да, где-то себя и заставлять, не без этого. А берегов пока не видим, вот я говорила, да. Ну, значит, зачем вам это нужно? Я так думаю, как минимум к концу октября какая-то ясность у вас точно наступает. Ну, или, может быть, в начале ноября. Просмотрела, что мы можем соединить. В нашем пасьянсе мы можем соединить еще, смотрите, крайние ряды. Я надеюсь, это видно. Дорога, да, вот это совпало у вас значение. И это может быть как дорога. Ну, у кого-то и далекая дорога, у кого-то просто активный такой вот период будет. Может быть, начало, да, вот как первые вот эти ряды. Так вот ни шатка, ни валка. А где-то вторая половина октября уже начинает что-то с середины, я бы сказала. Что-то проясняться, закручиваться. К концу октября больше может быть ясности. Вот это солнце на 6-8 месяцев уже какой-то четкий цель, ориентир. И зная, как вот это ноу-хау, оно как будто у вас в руках уже, как вам инструмент дается, вы будете видеть, что следует продолжать, а что нет. Правда, прояснится. Тут какие-то, ну, знаете, или вещи, или вехи какие-то даже знаковые, я бы так сказала. Давайте мы дополним. Не вижу я больше совпадений. А нет. Сори. Лебедь. Любовь, верность. Но вообще-то с сердцем очень даже в тему. А ведь и правда кто-то вашего сердца может добиваться. Может быть, и вы кого-то будете добиваться. Почему нет? Но это искренность и верность самое главное, потому что лебедь, да, всегда это такой важный символ и сердца, и любовь, и верность, и искренность. Но тут, правда, не просто вопросы благополучия, а, ну, наверное, ближайшего такого окружения для вас будут важны. И не только это на месяцы осени, и, можно сказать, до конца 2025 декабрь, честно говоря. Я не вижу, что там будет что-то, а ведь и правда, прояснение по какой-то ситуации. Может быть, по дружбе, по отношениям. Может быть, это будет касаться родственников, у кого-то ваших близких, у кого-то ваших детей. Ну, может быть, там племянников. То есть вот все равно это те люди, которых мы знаем очень хорошо.
или мы знаем даже годами, какое-то время. Это те, которые нам доверяют и которым мы доверяем. Я, конечно, всяко бывает, и нашла коса на камень даже между близкими людьми. Иногда называют это карта ностальгии, но так бы сказал, если бы не было вот таких совпадений, я здесь вижу для вас все-таки продолжение, как минимум, либо дружбы, либо какой-то волшебное взаимодействие, правда. Хотя допускаю, что и кто знает, такое тоже по планетарным транзитам возможно, когда в нашу жизнь могут пытаться вернуться люди из прошлого. Но тут будьте реалистами. Были проблемы. Сами по себе они никуда не исчезли, если они были. Поэтому не замечтаться. Так вот, я не закончила. Декабрь месяц я вижу более спокойных энергиях. Наверное, основное, то, что мы успеем проделать, наметить, разобраться, прояснить, будет касаться из 3 месяцев до конца года. Это будут октябрь и ноябрь. Я поэтому делаю видео. Итак, любовь, взаимоотношения, личная жизнь для вас, мои дорогие львы. Ух ты, король мечей. Давайте я достану карты. Правда, поездки, путешествия уже как взгляд в будущее. Все, прошлого уже нет. Вы как будто к нему повернулись спиной. Но есть еще те вопросы, которые нужно решить рационально. И ведь здесь может быть по-разному. У кого-то в октябре банально вопросы, связанные с врачами, с юристами, адвокатами, с чиновниками, оформление, бумаги. Или это карьера, руководство и вы сами, которые строите свою карьеру и становитесь где-то, с учетом этих двух карт, вы правда, вы можете получить другую должность. Или больше будет даже общение. Король мечей – это не обязательно мужчина, это может быть и женщина. Мы рассматриваем с вами архетип. У кого-то это могут быть вопросы, да, которые каким-то образом увязаны. Даже, к примеру, если мы сказали врачи, карта не говорит, что вы болеете. Но, может быть, кто-то из родственников, из близких, вы будете говорить о состоянии здоровья, допустим, с врачом, да, лечащим, к примеру. Или вам нужно оформить вот эту бумагу, и вы будете обращаться к людям, знающим, которые... Здесь именно люди, знающие, специалисты проходят, как эксперты, которые чаще работают по приказу. Почему мы говорим, что и военные проходят, да, люди, которые при погонах, или люди, которые в форме. Это всегда подразумевает вот именно приказ. Есть какой-то, ну, для человека регламент от и до, когда он действует в рамках собственных полномочий. И, безусловно, понимание, интеллект, ответственность и конкретные какие-то действия. Иногда люди, работающие с металлом, ну, тут кто угодно. Кто-то может вызвать, допустим, домой человека, специалиста там по электрике, например, да, или там водоснабжение. А для кого-то из вас это может быть стоматолог. Почему нет? Вот и так бывает. То есть перекладывайте карту. Это все на личную жизнь. Ага. Вот смотрите. Конечно, мы можем сказать, что это какая-то пара. Мы можем также сказать, что это у нас проходят люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воздух, близнецы, весы, водолей. Или там имеют асцендент, а может быть по луне. Они в одном из этих знаков. И для того, чтобы узнать асцендент или по луне, нужно знать точное время рождения, понимаете? То есть многие люди не знают свое время рождения, и явно города, места, даты, это все не хватает. Поэтому человек где-то в таких энергиях может быть, или это специалист, он может быть кем угодно, под любым знаком зодиака. Поэтому перекладывайте. Что отличает вот, да, двух людей, да, король и королева? Королева – это тоже интеллект. Интеллект проходит в двух картах. Но если король – это эксперт, это либо его какие-то дельные советы, участие, и он отдает отчет за свои действия, бездействия, какие-то советы или то, что он выполняет, да. То есть это человек, который где-то, ну, мы подразумеваем, что, ну, к примеру, хирурги тоже идут, да, если мы, ну, тут и врачи, и люди с металлом, скажем, человек отвечает за свою работу. Вот по королю мечей проходят и те, которые отвечают буквально за то, что они либо сделали, либо не сделали. Немножко другой архетип у королевы мечей, да, интеллект, независимость, но это больше концентрация на себе. Это может быть и у вас, кстати, есть асцендент, вы не знаете. Концентрация на себе почему? А потому что есть какая-то работа, которую мы, или это ваш план действий, чаще всего этот план, который никому не афишируется,
Мы понимаем, что да, это наша задача, своего рода миссия. Мы должны вот эту цель как будто выполнить. И мы продумываем, что мы будем с этим делать. А если что-то пойдет не так, как мы будем поступать? Королева мечей всегда рассчитывает сама на себя. Она и просчитывает свои действия, исходя из того, что, а вдруг, опять же, что-то будет во внешних обстоятельствах меняться. Она себе задает вопрос, что я буду делать. А если добавятся какие-то нюансы? Хорошо, что я буду делать тогда? А если вообще что-то будет переворачиваться, как будто с ног на голову? Хорошо, какие мои действия? Вот именно и тут могут быть, как по королеве мечей, мужчины, например, вот я к чему, раз уж у вас так выпало. И наоборот, по королю мечей, это ведь даже те же там специалисты, да, это могут быть не мужчины, а наоборот женщины. Поэтому есть какие-то контакты, мои дорогие, которые вам совершенно необходимы для будущего. Что еще? Может быть, вот смотрите, завершение какого-то дела. Здесь может быть завершение сделки, пересмотр контрактов. Допустим, один контракт закончился, вы строите карьеру, тут все-таки будущее нам говорят. И ведь это карта трансформации, это что-то завершается, и мы уже, ну, условно над порогом, чтобы вступить в другое пространство, переступить этот, точнее, порог. Мы уже ногу как будто занесли, да? Нас уже нет и в прошлом, но и еще и мы вот не сделали этот старт. Как вот этот человек стоит. Он стоит все-таки, он анализирует, все ли он взял с собой в будущее. Вот, наверное, на личную жизнь что-то вы будете продумывать, мои дорогие львы, принимая во внимание, что да, какие-то вопросы решены, что-то неизбежно закончилось, но нет там в этом прогресса. Себя будете перестраивать, отчасти и в личной жизни тоже. Но для кого-то из вас это может сопровождаться какими-то предложениями. Предложениями может быть по личной жизни. Каким-то образом через работу это может быть тоже связано. Может быть это быть как примирение. Все-таки у нас король мечей, королева мечей. Это такие самодостаточные люди, оба. И ни один не потерпит, чтобы кто-то наступал на горло его собственной пести. Тут будет зависеть от того, как они сумеют договориться. Давайте достанем карту «Совет». Король кубков, правда, личная жизнь. Вообще, это карта любящего человека. Того человека, который готов взять ответственность. Это, безусловно, эмоции. Но по королю, извините, по королю кубков, это единственный персонаж в колоде, который умеет правильно разделять материализм или рациональные вопросы от эмоций. Никогда не примешивает. Иначе получается какой-то неправдоподобный винегрет. Видимо, и вам где-то карта как совет. Прояви свои чувства по максимуму, лев, в тех случаях, когда это необходимо. И в тех случаях рациональных, в которых, может быть, требуется математический подсчет или просто холодная голова, да, все-таки две у вас персональные карты мечевые. Это вам как будто нужно вот на полную где-то громкость включить свой интеллект, чтобы ваше шестое чувство могло какие-то вам, обдумав, давать правильные подсказки, понимаете? То явно тут будет какой-то момент прояснения до солнышка и одновременно аналитики. Вот без нее, видимо, никуда. Как минимум и на личную жизнь в том числе. Как будто отчасти и от рациональных каких-то решений будет буквально зависеть ваша личная жизнь. Как-то так. Давайте мы узнаем, что в доме. Но главное, наверное, будущее. Но примириться это точно, с учетом, вот, кстати, всех карт можно. Что в доме? А вот какие-то гонцы, вестники, может быть, новые люди в доме, по рыцарю жезлов, тех, которых вы не ожидаете. Вы не ожидаете, а это словно по судьбе, ну, должно было так случиться. Может быть, кто-то будет из вас по части недвижимости делать оформление. Мы уже с вами говорили, может быть, подписание каких-то, как купчая, да, вы продаете и покупаете, или от этого будет зависеть ваш, кстати, переезд. Иногда по рыцарю жезлов быстрота, скорость перемещения. Иногда и то перемещение, которое мы себе запланировали. Кстати, иногда вынужденное перемещение по этой карте тоже проходит. И это карта принятия, ну, достаточно быстрого решения какого-то, или, может быть, это решение будет касаться мелкого вопроса, оказаться в определенной местности, увидеть своими глазами, поговорить с конкретным человеком, обсудить какую-то тему. Не сидеть где-то там в догадках, а вот сделать все по справедливости и по закону. И причем, смотрите,
Тут так вам дают сразу и подсказку, это на дела дома, казалось бы, да? Ну, значит, будут какие-то моменты, когда от вас быстрота реакции тоже потребуется. И мы не должны переложить на завтра это. Не можем себе сказать, завтра я подумаю, иначе мы потеряем время. Еще один старший аркан. У вас какой-то судьбоносный момент, период, даже не момент, как минимум 2 месяца, а то и до конца 2025-го. Два старших аркана. Явно присутствует какой-то выбор. Хотя нам говорят, сепарация – это только иллюзия, держи баланс. От того, как ты договоришься, многие вопросы дома будут решаться. Вы в какой-то ситуации оказываетесь как будто не случайно. Это вам действительно как по судьбе. Аркан справедливости иногда мы называем аркан кармы. И тут тоже не идет о сепарации речь, а о том, как мы договоримся. Баланс, мои дорогие, два старших аркана, а у кого-то реально любовь. Ну и вопросы семьи, вопросы пары. Может быть, вы решите вместе проживать. Ну вот смотрите, вы можете долго думать, проживать вместе или нет. Вот даже если мы возьмем такую тему. Ну или аналогичную какой-то другой вопрос. Вы могли долгое время как что-то взвешивать, прикидывать, да, а надо, а не надо. А тут может буквально какое-то событие вас быстрее подтолкнуть к принятию решения. Вот я тут вижу. Может быть, даже это у кого-то будут контакты вот с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Кто знает, может быть, это ваш партнер, кстати, под этим знаком зодиака. И вы, ну, как это у нас рыба, рак, скорпион, или опять же асцендент или по луне. Но тут есть какая-то трансформация тоже, как и по личной жизни, так и буквально по вопросам жилья и дома. Ну, может быть, и Соломоново решение вам придется и по части дома тоже принимать. И так, чтобы это еще и, нам ведь говорят, согласовывалось с законом. Совет, умеренность. Ну, все то, что я сказала. Баланс. Не торопись. Как будто нужно объединить лед, да, холод и пламя. Нас может качать из сторону в сторону. И может казаться, что мы должны делать выбор. А по сути-то ведь нам надо договариваться. Вот так. Ладно, давайте мы посмотрим финансы. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие. Мне всегда очень интересно читать, когда вы хотя бы в 2 словах описываете жизненную ситуацию, с чем это связано. Финансы – один из способов взаимодействия с миром. Ух ты, так тут тоже какое-то важное событие, важное решение, может быть, сама по себе новость. Я часто говорю в своих раскладах, вот пусть мы слышим новость, пусть это в нашем собственном сознании, да, ментальности, мы понимаем, вот нет, теперь с этого момента я уже не действую как прежде, потому что туз жезлов может и такую своеобразную нашу эврику, когда вот раньше непонятно было, а тут словно, может, и осенило. Ну, поняли мы, что нет, вот сейчас тут надо что-то переиграть. И поэтому туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И это касается на финансы. Поэтому у кого-то через карьеру новая возможность заработков. Или когда, может быть, меняется что-то, меняется руководство, меняются какие-то, ну, допустим, вы работаете в компании, да? А там какие-то приоритеты, еще руководство над вашим руководством какое-то более высокое, сменило какие-то приоритеты. Могут быть новые должности, могут понадобиться новые люди. И здесь у вас может закрутиться история, вплоть до того, чтобы пройти какие-то курсы, потому что они вам необходимы. Вам могут предложить, точнее, должность, ту, которой раньше вообще в принципе не было, а именно под вас, как ее организуют, потому что вы обладаете какими-то качествами, и теперь это будет востребовано. Здесь есть какая-то метаморфоза, это точно. И это для вас во благо, да точно, посмотрите. У кого-то из вас, знаете, получить такую должность, которая вам даст возможность, а может и вынудит, кто знает, тут мы все разные. Больше путешествовать, перемещаться, какие-то командировки, может быть, и по миру. Может быть, это как узнавать по миру, с кем-то договариваться, может, у кого-то маркетинг, почему нет? И здесь связи, контакты, вот весь мир у ваших ног. Возможности, мои дорогие. Возможности идут по тузу жезлов, а по миру это вообще так вот в комплексе возможностей много. Тут карта говорит, нет ничего невозможного, Лев, что ты хочешь? Лавры, почет, известность, пожалуйста. Хочешь власть, лев с крыльями, пожалуйста. Хочешь деньги,
у нас как золотой телец с крыльями. Пожалуйста, хочешь вот словно парить, мудрость какая-то, пожалуйста, духовными какими-то практиками, да пожалуйста. В общем, здоровый образ жизни, имидж – это как в центре всего. Видимо, и ваш имидж будет тоже иметь очень большое значение. Вы люди видные, импозантные, встречают у нас по одежке, провожают уже по уму. Но, видимо, вот это сильное впечатление, которое мы производим на людей, для вас это тоже будет важно. На деньги, мои дорогие. А здесь у кого-то и, может быть, новые, ну, какие-то сервисы вы изучаете, потому что, ну, мы ожидаем до конца года, нам могут что-то объявить по части смены взаиморасчетов. Успеваю отдыхать. Отдыхать обязательно, ведь это, по сути дела, посмотрите, просто воин прилег отдохнуть. Колода Чиро Маркетти. Мы складываем оружие. Прилег отдохнуть. И отдых голове, отдых телу. И это не просто так, да, какая-то пауза, хотя часто так трактуют, но вам, с учетом этих двух карт, видимо, какие-то, как минимум, краткосрочные для восстановления паузы совершенно необходимо, потому что по четверке мечей мы еще и приводим мысли в порядок. Вот примите это к сведению. Что же еще? Какие-то дела быстро не делаются. Семерка пентаклей. Большому кораблю большое плавание, но и добрые дела. Наспех ты тут ничего не обустроишь. Здесь ведь вообще-то эта карта будет говорить первое. Опять же, где-то о регламенте. Если нам нужно что-то подождать и понимаем, что бумага изготавливается какой-то конкретный срок, значит, это нужно будет сделать, и мы вряд ли тут что-то ускорим. Есть, конечно, такой смысл и бесполезное ожидание, пустое ожидание. Значит, где-то мы... Вот эта пауза, да, для приведения мысли, порядок, для отдыха хорошо, но она не должна затянуться. Каким-то образом это тоже будет оказывать влияние на ваши финансы. Но здесь, знаете, какая-то траектория может нам, тем более аркан мир. По миру ведь, смотрите, мы не просто подвели итоги. Если я говорила, мы как над порогом уже ногу занесли, чтобы оказаться в другом пространстве. А это мы уже там оказываемся. Вы правда подводите итоги? И уже вы делаете первые шаги в будущее. Это у вас октябрь-ноябрь, не упустите. И на деньги, и на личную жизнь, еще и на вопросы дома. Я не могу сказать, что вам будет вредить какая-то остановка. Но затянувшиеся ожидания – это уже во вред. Вот держите баланс. Кратковременный отдых, передышка обязательно для восстановления правильных мыслей, ну и буквально отдых, да, перезагрузка. Но будут и моменты те, которые вас приглашают ускориться, не оставив что-то на потом. Но и есть те моменты, которые нужно, как регламент, подождать. Совет. Вот смотрите, по этой карте мы должны правильно, как график, какой-то таймлайн, наверное, себе разработать, чтобы у нас хватило на все времени, и на отдых, и на работу, и на собственные достижения, на какие-то инновационные, может быть, проекты, не без этого. Потому что по десятке жезлов на инновационные проекты или на собственную мечту никогда времени не остается. Да, карта говорит, ты, лев, выдержишь вот эту вязанку из жезлов, дотянешь ты ее, но ты рискуешь себя обесточить. Поэтому делегируй совет. Делегируй, пусть делает кто-то другой. Те какие-то более простые вещи, которые другие, может быть, и призваны делать. Не бери на себя много. Не старайся с каким-то перфекционизмом что-то сделать. Твоя задача будет, ну, где-то быстро переключаться с одного на другое. Иначе ты рискуешь увязнуть, может быть, и в этом перфекционизме. В результате ты себя обесточишь. И что у нас тогда получится, да? Будьте внимательны, не должна ваша усталость доходить до какой-то последней крайней черты. Потому что если вовремя мы вязанку не бросим, мы надолго можем как будто слечь и приводить и тело в порядок, и мысли. Это ожидание затянется, и тогда дела-то ведь продолжаются как будто в своем развитии. Вы можете упустить время. Поэтому для вас сам по себе график жизни будет важен. Перекладывайте на себя. Получился очень долгий наш расклад, мои дорогие львы и львицы. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео,
Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.